Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о людях, рожденных в новолуние. Эти люди, да, то есть одни из самых интересных, то есть их еще называют люди Касьяны, да, куда Касьян глянет, то и вянет, как говорится. Они обладают сильнейшей силой мыслью, то есть и с ними надо быть намного осторожнее, чем со всеми остальными, потому что если они пожелают плохого, то это плохое сбудется. Но если вы знаете, что в вашем окружении находится такой человек, рожденный в новолуние, его можно в свою сторону, естественно, подтянуть, да, то есть он может желать точно так же положительного. То есть все зависит от самого человека, какой он. То есть насколько он плюс, насколько он минус, чтобы вы тоже это понимали. Они обладают сильнейшим магическим даром, то есть, опять же, визуализацией, всем остальным. То есть им надо работать с собой серьезно достаточно, потому что, опять же, они могут даже себе навредить и очень серьезно. У них не бывает простой жизни, то есть они проходят достаточно много испытаний, то есть очень часто это бывают и разводы родителей, бывают, то есть и ранняя смерть у родителей, то есть все что угодно. Опять же, они еще и играют, они очень любят играть со своей интуицией, со своей жизнью они любят играть, то есть они могут экспериментировать. Это такие игроки, я бы еще назвала их. То есть они любят где-то экспериментировать над своей жизнью, то есть им все интересно. Они вот как вот такие дети, да, в какой-то степени, которым дали этот волшебный дар, и они сейчас творят направо и налево все что угодно. Поэтому еще раз повторюсь, с ними надо быть очень аккуратными. Если у вас ребенок родился в новолуние, воспитывайте его правильно. Очень часто они бывают пассивными, то есть и плюс они бывают депрессивными. Поэтому тоже точно так же. Посмотрите, кто у вас из близких, либо вы же, да, родились именно в новолуние, и вы можете это предполагать, то есть почему у вас какие-то проблемы. То есть они, да, тоже пришли до определенных кармических отработок, как и все мы, да, но у них это еще и родовой дар, то есть родовой дар, который они несут и который они должны также использовать. То есть при том, они должны научиться из минуса выходить в плюс. То есть в каком смысле? То есть если они пришли с этим негативным темным даром, то есть они должны его во благо принести. Им точно так же, как и людям, рожденные в полнолуние, им дан вот этот шанс, но просто себя изменить. То есть если в полнолуние у нас рожденные, у них шанс на то, чтобы себя реализовать, то в новолуние это шанс себя изменить. С ними надо еще, опять же, повторюсь, быть осторожнее, потому что то, что они пожелают, то это у вас может произойти. Поэтому, мои хорошие, здесь надо быть с ними очень-очень аккуратно. То есть желательно их не иметь врагами, а желательно иметь именно друзьями. То есть, кстати, у них очень сильно, то есть это люди, которым не обязательно даже вообще чем-то таким эзотерическим заниматься, а вот достаточно вот подумать очень хорошо. Если они проклятие какое-то понесут, то есть на человека отправят, да, то есть это может произойти. Вот. Но опять же, то есть смотрите, пожалуйста, потому что у них непростые очень судьбы, у них тяжелые судьбы, сложные, да, им нужна всегда поддержка, их нельзя оставлять одних, ни в коем случае. То есть им надо помогать двигаться дальше. Вот, то есть поэтому не вините, не говорите, что у вас там кто-то вас сглаживает или что-то еще. Просто посмотрите. Возможно, что это как раз ребенок, который родился в новолуние, и ему нужна ваша помощь. Вот, но опять же, у них мощнейший магический дар. И если вы у меня родились в новолуние, используйте эти моменты для своей реализации, для своей жизни, для того, чтобы притянуть что-то хорошее, не отрицательное, а именно хорошее. Поработайте с собой и двигайтесь только вперед. На этом все. В ближайшее время, опять же, будут еще несколько видео. То есть, возможно, я где-то буду затрагивать именно проработки по дням. Вы знаете, я очень люблю работать именно вот с Луной. И все, что связано у нас с Луной. То есть, здесь она влияет на нас очень мощно. Но на этом все. Подписывайтесь на канал. Жду вас на своих эфирах. Увидимся еще обязательно. До свидания, мои хорошие.